Всем добрый день, вы на канале Шитие Моей, и сегодня я не удержалась, хочу показать вам две тканьки, которые сегодня вот только что буквально получила на Валберес. Вы все знаете, что для проекта я заказывала габардин. Габардин у меня был в трех цветах, один уже в работе. Второй нежный бежевый будет у нас в проекте, который мы сейчас с вами создаем, то есть вот жакет с нуля. И еще один темно-синий, я пока не знаю, ну, возможно, тоже будет какой-то костюм. А сегодня я хочу показать такие, вернее, и сама еще хочу посмотреть, потому что я их сама еще не разглядывала, только на сайте. Вот сейчас я их вскрыла, потому что, то есть пакетики я вскрыла, потому что часто подписчики говорят, что слишком шумно, когда я раскрываю на камеру пакеты. Поэтому я уже подготовила, я уже вижу отсюда кусочек, выглядывает тканька, и мне очень интересно. В общем, сейчас мы с вами вместе их рассмотрим. Ну и сначала я достану вот эту. Сейчас немножечко вот так, чтобы вам было видно. Это такая, знаете, нежно-пудрово-бежевая, не знаю, вот какая-то такая. Я думаю, что все-таки камера немножко искажает. Это трикотаж. Так, на что он похож? Трикотаж похож на очень мягкий бифлекс, наверное. Ну, бифлекс такой. Бифлекс обычно тянется в одну и в другую сторону одинаково, и он более плотный. Да, этот по длине тянется меньше, такой более упругий. По ширине он тоже тянется. Но что меня радует, что он легко восстанавливается. Видите, я растягиваю, и быстренько он восстанавливается. Немножечко скручиваются края, при пошиве будет это немножко мешать, но я думаю, что это не столь важно, да, то есть не проблема. Очень мне нравится блеск. Я не знаю, видно вам или нет будет на камеру. Вот я сейчас смотрю, мне кажется, не видно этот блеск. Очень такой деликатный, мягкий блеск. И это не люрекс, то есть не глиттер, который сыпется, а это именно люрексовая ниточка. Очень мне нравится. Что у меня здесь? Сколько? Так, по-моему, здесь 1,5, здесь еще даже какая-то бирочка есть. По-моему, 1,5. Сейчас я сложу вот так в 4 сложения, чтобы мне было видно. У меня под рукой метра нет сантиметровой ленты, но есть линеечка. Смотрим. Даже немножечко больше. Ну, я даже вот не растягиваю. 78 в 4 сложения. То есть получается примерно по 3 сантиметра на 1/4, вот даже булавочка какая-то идет. И что получается? Получается 12 сантиметров плюс. В общем, здесь какая-то еще записочка от магазина. Давайте почитаем записочку. Здесь, кстати, булавочка, вот так вот такая, достаточно хорошая булавочка, очень качественная, видно, что она такая прям из хорошей стали. Когда идете вы гулять, и чтобы брюки с вас не спали, всегда имейте при себе нашу булавочку из стали. Ваш склад ткани плюс. Если вас интересует большой метраж, мы будем рады сотрудничеству. И сайт указан. Мы будем очень признательны, если вы оставите отзыв на нашей страничке, чтобы другие покупатели могли узнать о нашей работе. Вы знаете, очень приятно. Вот такая малепусенькая записулечка, вот такая маленькая, но очень важная в шитье подарочек вот такой, да, и настолько приятно. Во-первых, сама ткань. Я уже довольна, да, что у них вот такое качество ткани. Она не цепляется. У меня сейчас достаточно такие не на маникюренные руки, ногти, да, я в ближайшее время на маникюр собираюсь, но сейчас пока у меня маникюра нет, а у меня очень проблемная вот эта вот зона, кутикула, и часто цепляется за такие, опять же, проблемные ткани. Очень приятная ткань на ощупь, несмотря на то, что люрексовая ниточка, она очень приятная, нежная с изнанки, и я вот прям вот очень довольна. И вот и еще к этому дополнительно вот такая маленькая записулечка, приятные слова, и уже просто настроение на все 100. Давайте посмотрим, по-моему, в том же магазине. Посмотрим еще одну тканюшку. Она уже такая, знаете, немножечко все-таки отличается. Она, мне кажется, более плотнее, более такая уже похожа на трикотаж, наверное, джерси, но
меньше, то есть тоньше и мягче джерси. Ну, опять же, джерси бывает разный. В общем, тоже мягкая ткань, тоже приятная к телу, то есть с изнанки. Но вот это немного нежнее. Немного, но она нежнее. Мне кажется, она тоньше, нежнее, мягче. Вот это вот такая более плотненькая. И я бы с такой тканьки как раз вот такой жакет, который мы делаем сейчас с вами с нуля, то есть наш проект, я бы вот из такой тканьки сделала. Это очень было бы круто, но у меня здесь, я смотрю, всего метр по длине. Мне этого, естественно, не хватит на полноценный жакет. Однако, если, допустим, рассматривать какой-то коротенький рукавчик или, допустим, без рукава какую-то жилеточку такую нарядную, праздничную, то есть практически вот все как у жакета, но без рукавов. Или какой-нибудь прям супер маленький рукавчик. Было бы вот классно. То есть, если у меня получится, то я обязательно воспользуюсь своей вот этой идеей. Тоже есть люрексовая ниточка. Сейчас я поближе, не знаю, видно, не видно. Вот тут, по-моему, больше видно, ярче, да, потому что, видать, ткань такая более темная. Цвет, кстати, что-то такое, знаете, наверное, смесь, как бы, мне кажется, что это смесь хаки с морской волной. Вот что-то такое смесь. Темно-зеленый. Даже, наверное, изумрудный. Такой прям темно-зеленый. Скорее всего, да, вот, наверное, изумрудный. Не могу. Я вот, кстати, что касается цвета, я очень часто затрудняюсь назвать точный цвет. Поэтому уж не обессудьте. На сайте, кстати, я посмотрю, ссылочки обязательно я оставлю на одну и на другую ткань. Вот у меня, по-моему, я на одной и той же, в одном и том же магазине брала, но я еще посмотрю, может быть и нет. Потому что по качеству ткани разные. Мне и одна, и другая нравится, но они немного отличаются друг от друга. Мне вот эти цвета, вот этот вот изумрудный цвет, мне очень нравится. Во-первых, у меня глаза зеленые, сейчас, не знаю, видно, не видно в камеру, но они у меня зеленые. Я предпочитаю, очень часто использую тени серовато-зеленые или цвета хаки. Очень люблю эти оттенки, потому что, ну, как раз вот цвета хаки у меня глаза. Я, конечно, хотела бы, чтобы они у меня были изумрудного цвета, но это нереально. Хотя говорят, сейчас, то есть не говорят, а вообще очень много всяких линз. Ну, я предпочитаю пока не пользоваться линзами, боюсь что-то где-то испортить. Сегодня у меня по плану съемка 5-й части нашего проекта «Жакет с нуля», упрощенный жакет с нуля. Я пока его не записывала, я пока еще только планирую, но я хочу в этой части все-таки немного изменить горловину. Я немного хочу ее приподнять, то есть чтобы она не была... Вот я когда надеваю на манекене, жакет сидит хорошо, но когда я надеваю, у меня слишком открыто, и под жакет придется что-то надевать. А если, допустим, находиться в помещении, если, допустим, мы будем дома, то будет очень жарко, потому что, ну, я как бы не люблю, да, жару, и мне, конечно же, придется что-то надеть вниз, и мне будет очень жарко. Поэтому я все-таки хочу вот этот свой жакетик будущий по проекту, я немножечко приподниму горловину, и первую пуговицу я сделаю не на линии груди, то есть не на линии талии, как я обычно это делаю, я очень это люблю, а примерно на сантиметров 4-5 сделаю выше. Это другой момент, то есть это отдельный момент, пуговица. Далее, я хочу немного изменить, то есть это будет один из вариантов, да, вы можете оставить так, лацкан, а можете изменить так, как я буду делать. Ну, то есть я пока еще не знаю, буду менять или не буду, но немного я хочу все-таки изменить лацкан, сделать его более маленьким, то есть поменьше. И еще я хочу сделать больше свободы. То есть вот эти 8 сантиметров, которые мы заложили изначально в нашу выкройку, 8 сантиметров, 6-8 сантиметров это, наверное, самое минимальное для
То есть 6 сантиметров это минимальная для свободы, то есть чтобы более-менее было прилегающее изделие. 8 сантиметров это, ну что там, 2 сантиметра на свободу, да, это легкая свобода. Я же хочу, так как он у нас без выточек, то есть вот он у меня получается без талиевых выточек, да, полностью ни по спинке, ни по переду нет талиевых выточек. Поэтому мне хочется сделать его еще свободнее, чтобы прям вот, ну нигде не сковывало движение, да, то есть, ну этот жакетик 8 сантиметров на свободу, да, к обхвату груди, немного все-таки он приближен к облегающему, вот, поэтому я еще добавлю, может быть, пару сантиметров. Пару сантиметров это немного, к одной боковой линии, то есть вот у нас 1/4 полочка, то есть 1/2 полочки, 1/2 спинки будет по 0,5, да, с каждому боковому срезу. Это прям совсем немного, но по факту это будет как бы заметно. Кстати, если у вас тканька будет что-то вот похожее, вот что-то подобное, да, вот такая вот эластичная, то тогда 8 сантиметров вполне хватит, потому что она мало того, что свобода 8 сантиметров, еще и ткань эластичная, то есть этого будет вполне достаточно. Но я думаю, что все-таки не будет лишним какие-то 2 сантиметра плюс к свободе. Что еще хочу сказать? Длина мне нравится. Я хочу все-таки коротенький рукавчик. Я имею в виду не совсем коротенький, а может быть где-нибудь 3/4, да, то есть не длинный рукав. Ну вот так вот я захотела. И еще я бы хотела рукавчик, то есть опять же здесь у меня зауженный рукав к низу. Я бы хотела что-нибудь такое посвободнее и здесь. То есть рукав, возможно, будет более спрямленный к низу. В общем, все я это буду сегодня, может быть, я вот запланировала на сегодня, может быть, завтра. Сегодня я еще в центр собираюсь, не знаю. В общем, если успею, сделаю. Кстати, что касается рукава, да, у нас будет рукав в отдельном видео, воротничок и рукав будет в отдельном видео. И что касается рукава, я хотела бы немного порассуждать. Ну, наверное, вот так вот мне проще рассуждать вслух на камеру. Даже, кстати, хорошо, что и вы это будете слышать. Рукав можно, конечно, построить что-то как бы приближенно к базовому, но потом дополнять его, как-то видоизменять к нашей пройме, да, чтобы он подходил. А можно сразу по нашей пройме вырезать головку рукава, окат рукава. Я думаю, что, наверное, вот этот второй вариант будет более приближенный к правде. Почему? Потому что вы, каждый, будете его прорисовывать по своей пройме. То есть мы с вами берем пройму, я покажу, как это делается, и по пройме мы с вами прорисовываем окат рукава. Если я буду показывать именно построение, то там в любом случае нужны будут корректировки, когда мы будем уже с вами сшивать изделия. Нам нужно будет сметывать и смотреть, потому что очень часто вот в этом месте, именно по спинке, очень часто какие-то образуются излишки. Именно при построении рукава что-то вот приближенно к базе. Даже вот по базовой выкройке все равно есть такое. Почему? Я расскажу. Потому что мы, когда строим базовую выкройку, допустим, возьмем рукав, мы с вами берем общие цифры, какие-то центральные, да, какие-то стандартные, а потом уже в любом случае строим макет, то есть вырезаем, да, сшиваем макет, и по макету уже смотрим, что где убрать. Когда мы с вами берем свою пройму, которая уже вырезана, выкроена с ткани, и мы с вами берем свою пройму, мы по пройме вырезаем, то есть вырисовываем вот этот окат рукава, делаем немного углубления по переду, и у нас получается идеально садится наш окат рукава, наш рукавчик. В основном так бывает, так получается, что никакие корректировки не требуются. То есть это очень редко, что какие-то корректировки требуются. Но я, например, расскажу, в чем причина. Да? А причина в том, что у нас строение руки у нас у всех разное. Смотрите, у кого-то, если, допустим, человек худенький, у него и как бы соотношение вот этой части плеча, верх плеча, с вот этой частью плеча, как бы нормальная, да, у меня уже, хотя я не сказала бы, что я там какая-то полная, какая-то нестандартная, но у меня вот эта часть плеча,
немножко меньше, чем вот это. То есть получается, что здесь у меня как у худенькой, да, округлость вот это вот, где у нас как раз вот головка рукава, да, находится. А вот здесь у меня уже есть такое отложение, да. Поэтому, когда я измеряю свою руку, у меня получается 31, когда 32 сантиметра, то есть тоже возьмем среднее 31,5, да, вот, и когда я, допустим, прибавляю к рукаву, нужно минимум 6 сантиметров прибавить, и это не для сухой ткани. То есть для трикотажа, допустим, 6 сантиметров это нормально. Для сухой ткани нужно как минимум 10 сантиметров, чтобы рука была свободно, чувствовала себя в рукаве, да, то есть чтобы не было вот такого прям натяжения, что ты не сможешь руку там согнуть или как-то вытянуть. То есть в любом случае, да, нам нужны вот эти вот эта свобода, чтобы двигаться. Вот. И когда я, допустим, прибавляю к своему объему 10 сантиметров, у меня получается уже 41, а это уже достаточно много. И окат рукава, получается, идет уже на ширине 42 сантиметра. И когда мы с вами делаем вот эти вот полосы, и потом прибавляем или убавляем, то есть вверх и вниз добавляем какие-то цифры, мы и эти цифры делаем как стандарт, да, то есть там плюс 2, плюс 2,5, сюда опускаемся, допустим, на 1, на 1,5, на 2 сантиметра. И вот эта цифра, она как бы идет стандартная, и я вам буду говорить, допустим, одну и ту же цифру. Там сколько? 3 части здесь и 3 части здесь, это вот эти вот уголочки, да, и мы с вами прорисовываем окат рукава, и он получается слишком объемный вот сюда. И если ткань, допустим, тоненькая, как габардин, несмотря на то, что он формодержащая ткань, да, ну как, немного, но все-таки формодержащая, да, как определить формодержащая ткань? Ну вот она, видите, она до конца не ложится. Она вот плотненькая такая. Вот это вот мы возьмем, вот эту вот ткань, она ложится вся, а вот эту ткань мы возьмем, она не совсем, видите, она не совсем ложится. Поэтому она может быть не 100%, но она все-таки формодержащая немного. И она при этом идет тонкая и достаточно мягкая. И для такой ткани такой крой не очень подходит. Если, допустим, это пальтовая ткань, да, допустим, плотная, там, ладен какой-то или еще что-то там, букле пальтовое, то есть достаточно такая плотная ткань, для нее можно сделать такую головку, то есть она будет такая более объемная, и с припосадкой. То есть, когда мы с вами делаем припосадку на вот здесь вот головки рукава сверху, да, для такого жакетика мне не нравится делать припосадку, по крайней мере, не больше, чем 1,5 сантиметра плюс. Вот мне не нравится. Я не знаю почему, но мне не нравится. И, кстати, не для всех плечей, не для всех, как вот это называется, вот этого скоса плеча, не для каждого подходит припосадка, в принципе, по плечу. А кто-то ее и не любит, да, вот эту вот припосадочку. Вот, поэтому тут я думаю, что все-таки я все-таки покажу по проме, как вырисовывать. Кстати, я скажу так, что на будущее, потому что сейчас все равно будет кто-нибудь говорить, что кто-то что-то делает так же. Да, я видела, что кто-то делает так же. Я видела, что и китайцы, и арабы, многие так делают. Так, у меня там будильник. Многие так строят рукав, но я хочу что сказать, заглядывая наперед, да, я уверена, что будут какие-то комментарии по этому поводу. Я хочу сказать о том, что я так шила еще в детстве, еще в самой своей я не знаю, раннем своем детстве, и я скрывала этот метод от всех. То есть, чтобы надо мной не смеялась мама, не смеялась сестра, не смеялись другие там подруги и так далее, я уже тогда так шила. Поэтому, если вы хотите сказать, что я где-то там увидела у кого-то по интернету, тогда еще интернета не было. На минуточку, мне сегодня уже почти 51 год, а шить я начала, когда точно никаких таких интернетов не было. Читать я еще не умела, поэтому книжек я тоже не читала, а шить уже шила. То есть мы с сестрой вязали, шили, вышивали, макраме и много-много-много-много других каких-то рукоделий. Знали, пользовались, умели, ну то есть
ну, мы росли в этом всем, понимаете, и у нас не было даже вопроса, а должна ли девочка что-то уметь? У нас даже вопросов вот таких вот не было. То есть у нас как бы это естественно, наверное, с молоком матери впитали мы то, что девочка не то, что должна, а просто девочка, значит, умеет. Вот так вот. Если мальчик, то он умеет, допустим, там, держать в руках молоток, пилу или что-то такое, да, в этом ключе. А девочка, если девочка, значит, она умеет вот это, вот это, вот это. То есть у нас все куклы были обшиты, далее как нам, допустим, там уже сколько, после 8 там, примерно лет мы уже стали шить на себя. Вот, поэтому тут, опять же, повторюсь, опережая ваши вопросы, я скажу, что я научилась этому методу и вообще многим всяким вот моим методам научилась у жизни, а не по интернету. В общем, сегодня я тороплюсь, я надеюсь, вам понравился мой обзор, мои тканьки, и мне очень они понравились. Кстати, вот здесь вот сейчас я опять трогаю, вот это прям вот как вязаный трикотаж, но мелкая-мелкая вязка. Вот опоздаю сейчас, ну посмотрю. Не вижу. Ну, очень похож на джерси. Очень похож. В общем, ссылочки ждите, то есть ссылочки найдете под этим видео. Обязательно оставлю и на одну, и на вторую. Я не помню, по-моему, в разных магазинах. Но вот этот магазин, если это в разных магазинах, очень меня приятно удивил. Сегодня всем пока. Я побежала в центр. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.